Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас на связи Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист и хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Приглашаю. Да, все ссылки в описании. Сергей Борисович, начнем мы, пожалуй, с ожидания Стамбула. И второй раунд второго Стамбула. Чего ждете лично вы от этой встречи? Потому что, несмотря на разные распальцовки, расторговки, какие-то, скажем, моменты, когда искрит, да, геополитически искрит одна сторона, вторая, Трамп недоволен всю неделю Путиным, кажется, что перспектив для оптимизма по поводу этой будущей встречи нет, но она состоится. Украинская делегация едет. Тот факт, что меморандум российская не показала, этому не помеха. Наоборот, то есть турки активно занимаются в Москве, в Киеве побывал Фидан. И кажется, вот Стамбул обрастает вот этим процессом договоренностей. Интересно, что американцы, сначала было в прессе сообщение о том, что и европейцы будут, и американцы, и они там будут сидеть тоже до, после, совещаться и консультироваться, но по последним данным пресса говорит, что американцы даже не едут. То есть у нас классические прямые переговоры. А есть ли в них смысл? Оптимизма нет у сторонников войны. Бесконечной войны за безнадежные цели. Да? Вот этот сценарий, да, не внушает оптимизма. А вот у матерых конфликтологов, вроде нас с вами, которые видят весь сценарий, а не только один ближайший ход, у них есть основания для оптимизма. И я, Александр, сегодня снова буду его излучать вам в экран. И заметьте, я снова в красном. Это знак того, что процесс идет в правильном направлении. Теперь вот вы сказали тоже там раунд второй или там второй тайм. Нет, это второй матч. Это у нас чемпионат. И у нас идут матчи один за другим. Более того, этот матч начинается на этапе подготовки, потом идет игра в Стамбуле, а потом после каждого матча у нас еще послематчевые пенальти идут. Так вот, первый матч в Стамбуле, майский, да, он завершился, увы, односторонне, увы, для команды Зеленского и хорошо для мира, завершился победой матерой такой, профессиональной дипломатической командой, выступавшей за Россию. Коротко поясню, какие были голы забиты. Удалось навязать площадку для переговоров в Стамбул, площадку с историей. Тем самым мы не откатываем назад. Стамбул-22 у нас в багаже, и мы идем дальше от него с учетом реалий на земле. Удалось формат отстоять. Мы работаем на уровне рабочих делегаций, а не сразу на уровне президентов. Президенты выступят в финале. Дальше удалось убрать нежелательный предмет переговоров. Была попытка навязать разговор исключительно о 30-дневном перемирии, безусловно. Отодвинули перемирие в сторону. Говорить будем о условиях финального мирного договора. А перемирие может присутствовать как помогающая опция, встроенная в процесс. Пожалуйста. И, наконец, самое главное достижение первого матча. Я, откровенно говоря, не верил, что это получится, но это каким-то непостижимым образом получилось. Произойдет обмен официальными государственными позициями в формате меморандума. Это же великолепно. Понимаете, какое значение это имеет? Не будет возможности бесконечно петлять от пресс-конференции к пресс-конференции, от одного поста в социальных сетях к другому. Да нет, я не так сказал, да нет, я не то имел в виду. Официальная государственная позиция в виде текста, представленная уполномоченной делегацией. Гюльчатай, раскрой личико, понимаете, придется вскрыть карты. Любимая игра американцев – покер, да? Помните, там вскрывают карты? И любимая комбинация Дональда Трампа – флеш-рояль. В случае с Зеленским это будет флешем об рояль.
Но, тем не менее, вот победную или не очень комбинацию придется вскрыть, выложить на стол карты и показать, кто что на уровне государственной политики официально предлагает. И отвертеться от этой неизбежности не получится уже. Таким образом, второй матч состоится 2 июня. Я сильно, откровенно говоря, переживал, что удастся вот эта достаточно простенькая сценарная ловушка. Киев стал настаивать на том, что давайте мы в почтовой переписке обменяемся меморандумами. Да? И даже авансом прислал Рустем Умеров свой меморандум, чтобы было основание потребовать в ответ досрочного представления российского меморандума. Что дальше последовало бы? Поступила бы эта бумага в Киев, ее бы прочитали, сказали, да вы что? Да тут со стороны России ультиматум о нашей капитуляции. Не, ребята, мы даже не поедем это обсуждать. И все, второй матч сорван. Ну, естественно, читаются такие простенькие сценарные ловушки на стороне профессионалов. Так что, так как договорились, так и действуем. Спасибо за то, что авансом прислали свой меморандум. Наш будет представлен, так как и договорились, 2 июня на официальной встрече делегаций. Его можно будет прочитать. Если нужно будет, объявим там паузу на час, чтобы ознакомиться с текстом. И дальше обсуждаем. То есть от хотя бы короткого обсуждения тоже не уйдешь. Поэтому второй матч состоится. Место тоже Стамбул, делегации те же. И стамбульский формат превращается в миротворческий процесс. Он закрепляется с момента второго матча. Поэтому я в красном, поэтому я излучаю вам в экран оптимизм. Понятно, что не стоит перегибать палку, не стоит слишком перебарщивать с оптимизмом. Но вот то, что на старте удалось обойти вот эти классические ловушки, устраиваемые теми, кто настроен не на результат, а на саботаж и на затягивание бесконечного процесса, это хорошо, это хороший знак. Вот такой мой ответ. Да, вы упомянули о перемирии, да, что, мол, это вот то место, которое удалось обойти и, собственно, пойти уже непосредственно в фарватере Стамбула. Сергей Борисович, о перемирии высказывался Небензя. И что говорит? Мы готовы, в принципе, рассматривать длительное перемирие как элемент стамбульских договоренностей, вот этого мирного стамбульского процесса. Однако Украине не должны поставлять на этот период оружие, и Украина должна отказаться от мобилизации. Сейчас в Украине такой момент истины. Вот уже несколько дней люди обсуждают, я думаю, что и вы видите, вот эти жуткие, скажем так, кадры бусификации обернулись ответкой, обраткой. Люди выходят массово, останавливаются водители, которые проезжают мимо. В общем, с ТЦКшниками начинается борьба. Это все сопровождается параллельным курсом с каким-то таким остервенением разных спикеров. Зовут военных, зовут политиков, зовут каких-то философов, а-ля Корчинский там, и так далее. И, в общем, украинский народ с ним продолжают делать то, что делали все эти 30 лет. Его начинают оболванивать и говорить, что вы что, человек в форме, если там ТЦКшники возьмут и не выйдут на работу, то через месяц фронт обвалится, и все вот эти люди, там этот фронт будет под Киевом, под Львовом, и те люди, которые там косо смотрят на ТЦК и препятствуют их деятельности, еще об этом пожалеют, потому что придет российский солдат, изнасилует, поработит и так далее, и так далее. То есть начинают закручивать вот эту вот интересную медийную воронку, новую воронку, да, отбеливание ТЦК и отбеливание вот этих преступлений. И в этой парадигме слова Небензи и очень же, смотрите, очень на самом деле красивый розыгрыш. Ты, Запад, на этот период оружие не поставляешь совсем, мы, Россия, не стреляем, а там Украина
отменяй вот этот произвол. Отменив произвол, народ выдохнет, поднимет голову, и, в принципе, это позитивная история для общества, да. Запад с оружием тоже непонятно, да, то есть, с одной стороны позитивно, а с другой стороны меньше тратиться будет, и никто не стреляет на фронте. В принципе, ситуация понятна, и в каждом из 3 пунктов сплошной позитив. Но выгорит ли и сможет ли режим Зеленского пойти на вот эти условия, как вам кажется? Сначала по поводу мобилизации по-украински, национальные особенности военной мобилизации. Вы знаете, вот действующий президент Украины Зеленский сейчас постоянно делает упор на том, что Киеву нужен не просто мир, а справедливый мир. Вот война должна закончиться справедливым миром. Что же это за справедливость великая, ради которой нужно собственных людей как скот ловить и вязать на улицах мужиков, женщин вопящих избивать и давить машинами, а потом вот этих таким образом мобилизованных или за деньги выпускать, а тех, у кого нет денег, гнать в сторону фронта и потом, подпирая сзади штыками, заставлять воевать. Что же это за справедливость такая? И для кого она справедливость, если такими методами пополняется армия, воюющая за якобы справедливый мир? Это рушится этот миф. Вот просто каждой такой акции, которая, естественно, в эпоху глобального интернета тут же становится всеобщим достоянием. А почему так жестко сейчас официальные ораторы высказываются, да, что вот задавим, задушим, это, сделаем это самым страшным преступлением? Почему? Потому что если сейчас не на этой стадии протест против такого рода мобилизации не остановить, если допустить первую стрельбу, то есть вооруженное сопротивление, борьбу с этими ТЦКшниками с помощью оружия, которым напичкана страна, и которое государство не контролирует. Вот как только начнется вооруженная борьба против такого рода мобилизации, там уже останавливать будет поздно. Она будет только раскручиваться по спирали. Поэтому есть попытка вот таким образом запугиванием хотя бы вот сейчас на последней черте остановить. Но не думаю, что это принесет надолго успех. Может быть, удастся запугать еще на какое-то время, но до следующего случая, когда пьяный ТЦКшник наедет на какую-нибудь женщину с коляской. Вот до следующего случая. А дальше все-таки дойдет и до стрельбы. Теперь, что касается перемирия и предложения Небензи. Небензи правильные вещи сказал, но не все. Ведь там должно быть продолжение в этом предложений. Да? Вот зачем? Зачем нужно 30-дневное перемирие? Вот предполагалось, что Россия будет до последнего бороться против этой идеи. Не будет. Давайте мы выясним, зачем. Затем, чтобы мы остановили военные действия. Украина смогла подвести оружие, дальнобойные ракеты. Там вот на днях уже появятся дальнобойные ракеты то ли немецкого, то ли украинского производства. Пополнить арсеналы, домобилизовать еще несколько тысяч несчастных рекрутов, довести их до фронта. Да, чтобы они не успели разбежаться, и подготовиться, и на 31-й день с новыми силами и новым энтузиазмом возобновить войну за справедливый мир. Вот для этого нужно перемирие. Вот давайте откровенно, для этого или нет? И пусть скажут, что нет. Вот пусть они внятно скажут, нет, не для этого. А для чего? А для того, чтобы, наверное, создать условия для полного, окончательного и устойчивого мирного договора. И, кстати, как историк я хочу Владимиру Александровичу адресовать следующую сентенцию. Не бывает в истории, не было, не бывает и еще 100 лет не будет никакого справедливого мира. Ни одного справедливого мира в результате войны не было в истории человечества. Справедливого для всех, я имею в виду. Часть считала справедливой, часть несправедливой. Так неизбежно бывает. Для мира может быть только одно позитивное качество, которое надо требовать. Внимание, это устойчивость.
Вот от мира можно требовать устойчивость. Вот давайте ее и вместе создавать. Пока вместе. Теперь, что касается дальнейших предложений. Для чего нужно 30-дневное перемирие? Для того, чтобы перейти к поэтапной реализации дорожной карты, ведущей нас к понимаемому конечному результату. У нас в конце мирный договор об устойчивом мире. И мы расписываем, размечаем дорожную карту. Значит, вот нулевой день, когда мы объявили перемирие, на 20-й день мы, например, обмениваемся проектами мирного договора финального. Вот давайте обменяемся, да? Дальше, на 25-й день, например, Украина отменяет, да, насильственную мобилизацию и отменяет военное положение. Отменяет военное положение. Восстанавливается нормальное функционирование средств массовой информации. Восстанавливается нормальный политический процесс. Да? И, например, мы намечаем дальше по этой дорожной разметке, намечаем, что такого-то числа, например, до 30 сентября состоятся президентские выборы в Украине. Президентские выборы и совмещенный с президентскими выборами референдум по основным положениям будущего мирного договора. Чтобы нельзя было сказать, что да я бы готов подписать, но народ-то за войну. Вот таким образом, разметив дорожную карту, мы, естественно, встраиваем сюда перемирие и продлеваем его, например, каждые 30 дней. А может быть, и сразу на 60 продлить, если выборы уже назначены, да, на 60 дней продлим. Вот такое предложение. Давайте. То есть в политическом дзюдо никто не будет сопротивляться страстному предложению о перемирии. В политическом дзюдо вам скажут «welcome», пожалуйста. Вот она, мы открыты для перемирия. Давайте. Только сначала договоримся публично, чтобы все видели и слышали, для чего перемирие. Если это путь к устойчивому миру, пожалуйста, никто не против. Вот таким образом, я думаю, будет развиваться второй матч, который откроется 2 июня. Ну, смотрите, тут же параллельным курсом фронт движется в понятную сторону. В Сумской области 11 плюс 11 населенных пунктов эвакуация. Буферная зона вот эта, которая создается как бы... Ну, это нельзя сказать, что это на плечах. Ну, все понимают. В районе Суджи, да, которую освободили российские войска от ВСУ, и движение идет в том направлении. Плюс периодически у нас возникают такие информационные... Ну, не знаю, это очень сложно проверить, да, ну, солдаты вроде как утверждают, что так и есть, там в районе Харькова, то есть на других участках границы тоже собираются, скапливаются войска. То есть война идет полным ходом. Параллельно удары шахедами, дронами с украинской стороны, вы упомянули дальнобой, который как бы может появиться, да, то есть мы видим, ну, такую серьезную эскалацию на передовой. Как вам кажется, удастся ли, ну вот то, что вы привели выше, это понятно, да, то есть процесс запущен, ну или пытаются запустить, и вот этот Стамбул, там второй матч, третий и так далее, это хорошо. Но насколько удастся запараллелить это с событиями военными? Ну, запараллелить имеется в виду, чтобы это по одному треку идет, это по другому, и чтобы эти вещи не пересекались. В любом случае они могут пересечься вот по мановению палочки. Вопрос естественный, напрашивающийся, и, конечно, он ранит сердце миротворца. Попробую ответить. Давайте посмотрим реальности в лицо в первую очередь, чтобы нам вокруг да около не ходить. Война Киевом проиграна. Я подчеркиваю Киевом, и даже, может быть, уже скажу, война проиграна офисом президента. Украина движется к поражению. Вопрос только в том, чтобы для офиса президента, в том, чтобы замедлить это движение к поражению. И сейчас даже и в пропаганде основной упор делается, ну, смотрите, как это все медленно продвигается.
Да? Вот если таким темпом будет продвигаться, то там до Днепра будут идти там, 20 лет, до Львова 100 лет и так далее. Но это рассчитано на такой наивный обывательский разум, затуманенный ежедневной пропагандой. Это война, дорогие друзья, я сейчас вам говорю уже как историк и конфликтолог, это война не на продвижение по территориям и не на захват территорий. Это война на устойчивость систем. Причем имеется в виду общая устойчивость. И промышленная, и финансовая, и военно-техническая, и культурная, национально-культурная устойчивость. Общая системная устойчивость. Так вот, одна из систем рухнет в ходе этого конфликта, постепенно накапливая противоречия, проблемы, кризисные явления, которые не всегда на поверхности видны, но которые внутри неизбежно накапливаются. Об одной мы говорили. Вот эта самая мобилизация, например, которая может перерасти в стрельбу. И многие другие вещи там внутри системы постоянно копятся, кризисные. И в конце концов происходит обрушение системы. Так вот, это война на устойчивость или обрушение системы. И никто не будет шествовать каким-то военным маршем по полям в течение 10-15 лет. Нет. Обрушение системы уже близко. Теперь, что касается дальнобоя, я сразу откликнусь. Ведь никакой дальнобой, в том числе знаменитые уже в средствах массовой информации немецкие ракеты «Таурус», вот этого фундаментального факта не изменят. Назад не развернут. Единственное, чего можно достичь, добавив эти ракеты в суп войны, это только превратить войну локальную и двухстороннюю в общеевропейскую и эскалировать масштаб, гибельность военных действий увеличить и расширить их по географическому охвату. Вот и все, что можно сделать, добавляя эти ракеты, а конечного результата и общего характера войны это не изменит ни в коем случае. И, кстати, я думаю, что здесь в основном это риторический блеф. Никто никаких ракет не повезет, производить не будет. Это, в общем, может быть, это отдельная тема, как-нибудь обсудим. Это сейчас такого рода военные игры нового германского канцлера. За этим стоит определенное выстраивание стратегии, но это посторонняя сейчас тема. Самое главное, что в военном конфликте на территории Украины это никаких фундаментальных изменений не произведет. Ну, а что касается теперь того, как продолжение военных действий будет сказываться на процессе мирных переговоров. Будет перемирие, да? Вот если мы договоримся, что вот это перемирие нужно для финального мирного договора, и если вся дорога размечена по датам, по событиям и датам, то тогда можно от этого преимущества со стороны России отказаться. Это уступка. Это уступка, потому что движение пусть и медленное, но сейчас идет с темпом 15 квадратных километров в сутки в среднем. Это самый высокий темп продвижения линии фронта с ноября прошлого года. И он, в принципе, достаточен с точки зрения сбережения личного состава, потому что никто не собирается ничего форсировать. И вот если не перемирие, а перемирие желательно, это предпочтительный вариант, то да, тогда сохраняются какие-то маневры риторические по поводу переговоров. Например, ну, допустим, Киев отказался, да, от третьего матча. Второй уже точно состоится, а от третьего матча, понимая, куда это ведет, Киев, допустим, откажется. Не Киев даже, а офис президента откажется. Да? Ну, тогда продолжаются военные действия, и тогда периодически будет поступать предложение: а давайте все-таки встретимся в Стамбуле. Что еще нет? Ну, ладно, через 2 недели перезвоним, но уже в новой военной реальности. Страшная вещь, если вот такого рода будет выбор. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что этого не захочет
народ Украины в первую очередь. И этого не захочет Дональд Трамп, который, в общем-то, обеспечил явку украинской команды на первый матч и сейчас обеспечил явку на второй матч. А было сделано все, чтобы на второй матч уже не являться. Вот, может быть, Дональд Трамп и предотвратит вот такого рода вариант, когда война сама по себе, а саботаж переговоров параллельно идет, и все-таки заставит принять перемирие. Вы же хотели перемирие. Вы же со всех трибун его требовали, да? Принять все-таки перемирие, но вот с таким графиком движений, всех движений на пути к финальному мирному договору. Я допускаю, что Трамп на это пойдет. Ну, вы говорите график движений, там определенные пункты надо пройти по этому графику, но здесь же, насколько я понял, не Бельзию, это предварительное условие. Отказ от подставок вооружения и мобилизации в Украине. То есть Запад не дает оружие на этот период, Украина не мобилизует людей. Но их принять нужно предварительно, согласиться на них, а реализовать по графику, да, конечно. Просто может ли это сделать Зеленский в текущей ситуации? Вот же в чем вопрос. У него есть два варианта. Вот на каждом из этих этапов, вот сейчас ему придется пойти скорее всего придется, пойти на то самое перемирие, за которое он так воевал публично и убедительно, согласившись, да, на то, что в этот период не будет поставок оружия и не будет мобилизации насильственной, то есть народ сразу почувствует бонус от мира, немедленно почувствует, придется на это пойти. Но у него всегда есть второй вариант. Ты не согласен, ты не уверен, что если пойдешь, то власть сохранишь. На стол заявление о добровольной отставке. Верховная Рада ее примет и назначит спикера. Поменяв спикера, назначит его исполняющим обязанности президента. Это замечательный выход. У Зеленского, строго говоря, до этого выхода идет уже обратный отсчет. Так а что с ним будет? Выходной пакет, я думаю, что в основе он уже согласован. Может быть, какие-то детали надо дожать, ему что-то не нравится в выходном пакете. Но, конечно, будет выходной пакет. Конечно, ему дадут гарантии и лично для него, и для семьи, и, может быть, для какого-то окружения, которое он тоже продавит и заберет с собой, чтобы потом не видеть картину с американским вертолетом, взлетающим из центра Майдана в Киеве, за который цепляются некоторые забытые сторонники вот этого нынешнего режима войны. Вот чтобы не допустить еще и такой сцены, мы видели ее в Сайгоне, во Вьетнаме в 1975 году, мы видели нечто подобное в 2021 году в Афганистане. Вот чтобы еще в Киеве такой сцены не увидеть, с последним улетающим вертолетом, на котором висят забытые соратники, я думаю, что он позаботится об этом все-таки хотя бы там за пару недель до финала. Сергей Борисович, выходит Картополов, депутат, да, и говорит о том, что Украина может остаться без Днепропетровска, Харькова, Одессы, Николаева, если не пойдет на вот сегодняшние условия Стамбула. В общем, не захотят, получат все. И без Запорожья останутся, без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, без Одессы с Николаевым. Понимаете, с одной стороны, понятно, да, что эта логика, она прослеживается уже по этому Стамбулу, то есть Стамбул-22, Стамбул-25, хуже, чем Стамбул-22, то есть, да, следующее предложение хуже. Но сказать о том, что Харьков, там, Сумы, там немножко другая ситуация, и город не такой большой, но тем не менее, но ведь по большому-то счету, при вот этом движении, которое вы охарактеризовали, скажем так, интенсивное, но вот настолько интенсивное по меркам этой войны, насколько вот интенсивное. Оно ведь не предполагает захвата областных центров. А это очень, очень серьезная заявка, военная прежде всего заявка. До этого там областной центр, который там забирала Российская Федерация, это был Херсон, там
другая совсем была реальность на земле, то есть небольшие очаги сопротивления теробороны, и против армии, понятное дело, они не попрут, то есть фактически заходили практически без боя. Как это расценивать заявление Картополова, как браваду? Ну, это депутат с военной биографией, и он склонен к таким жестким и прямолинейным суждениям. В России немало людей с такого рода позицией, которые они достаточно радикально формулируют, но это не государственная политика. Насколько я понимаю, принципиальную позицию и в целом государства Россия и персонально Владимира Путина, никакой войны за крупные города не будет, потому что это предполагает ковровые бомбардировки населенных городов, это предполагает страшные потери и с той стороны, и с другой стороны, и со стороны жителей города, и со стороны тех, кто город штурмует. И это не входит в планы, потому что это полностью меняет лицо конфликта. Поэтому государственная позиция России сейчас состоит не в том, чтобы больше территорий взять под контроль, а в том, чтобы поменялось сначала руководство в Киеве, потому что это руководство никогда на настоящий, долгосрочный, исторический мир не пойдет, это понятно. Она будет воспроизводить конфликт вплоть до войны до тех пор, пока будет существовать во власти. Поэтому, да, нужна смена власти, нужен транзит власти, и необходимо перезагрузить, переучредить Украину с новым целеполаганием, с новой политической системой, с обновленной политической элитой. Причем это сама Украина должна сделать. И только надо дать такую возможность. Вот сейчас она действительно, украинский народ находится в заложниках корпорации войны. Это офис и 10-15 тысяч человек, которые являются бенефициарами войны и которые находятся в безнаказанности относительной, пока продолжается война. Вот они взяли остальное население в заложники, и население надо просто освободить от этого статуса и дать возможность Украину переучредить и создать нормальное, мирное, процветающее государство. Для этого есть все возможности. Вот это, строго говоря, и было бы победой. Вот это было бы победой. Но смотрите, тут же... Плюс одна область, плюс другая область, и сохранить очаг вечной вражды, который будет вечно готовиться к реваншу. Там у вас есть замечательный один депутат, дама, да? Нет, она не депутат, она работник администрации, которая как раз так и сформулировала, что многие поколения украинцев веками теперь будут рождаться, воспитываться от детского сада до взрослости, чтобы воевать, умирать и оставлять детей и внуков, которые проделают то же самое. И вот мы теперь будем делать это вечно, говорила она с непонятным восторгом в голосе. Вот это не будет победой. И никакой дополнительной областью вот этот ужас не компенсируешь и не уравновесишь. Поэтому победа – это мирная, процветающая, снова братская Украина. Вот это победа. И за эту победу придется побороться, и ни в коем случае не таким путем, как устраивать ковровые бомбардировки крупных городов и какие-то удары там по жизненно важной инфраструктуре, типа мостов через Днепр. Вот не надо втягиваться вот в эту воронку ненависти. Не надо порождать корни вековой ненависти на будущее. Вот ничего этого, я надеюсь, государство Россия добиваться не будет. И пока никаких признаков этого нет. Просто, понимаете, здесь очень такая тонкая грань между снова мирная, процветающая, как вы выразились, братская, с термином «завоеванная». То есть, потому что это прям очень нужно сейчас подчеркнуть. То есть, любые уступки там, по стамбульскому треку, ну или, не знаю, там, с Трампом,
Да, вот сейчас же говорят вот об этой встрече, давайте встретятся Зеленский, Трамп, Путин на троих. И, в принципе, турки говорят, да, пожалуйста, мы все подготовим, все будет хорошо. А, Но это же тоже воспринимается как любая уступка, как капитуляция. Получается, там, мирная, процветающая, там, братская, капитулировавшая Украина. Так выходит? Капитулировать будет офис. Капитулировать будет офис. И, строго говоря, в терминах конфликтологии тут будут два результата в одном. Да, будет поражение, и поражение потерпит офис и корпорация войны. Они потерпят поражение, они капитулируют, они оставят площадку, они оставят в покое Украину, они освободят население Украины от своего ига. Вот. И в этом смысле потерпит историческое поражение. И окончательное, я надеюсь, поражение. Народ Украины, во всяком случае, его здравая, разумная часть одержит победу тем самым. Получит возможность организовать государство и государственный проект, который будет жизнеспособным и благоприятным для украинцев, для поколений вперед, который не вынудит украинцев поколениями жить на войне и готовиться к войне, и рожать детей ради войны. Вот этого ужаса нормальные украинцы не захотят допустить и учредят государство, которое ничего подобного не допустит. Вот и все. И тут не будет какого-то завоевания, покорения и диктата тотального. Это просто дать возможность переучредиться. Вот государство, возникшее как постсоветская Украина, этот проект, имевший все шансы состояться, если бы этот захват не произошел власти, вот этой самой группировкой, которая в итоге замечательное совершенно название себе взяла, «Армавирус». Так вот, если бы этот захват не произошел, в принципе, все шансы были. И даже формула дружба, сотрудничество, партнерство была в Большом договоре зафиксирована. Развивай дальше. Держись за нее. Это шанс исторический. Вот такое большое украинское государство, никогда не существовавшее вот в таком формате в истории, многонациональное, с прекрасной экономикой, вот развивай. У тебя все получится. Свихнулись где-то вот в начале нулевых годов, и дальше этот армавирус просто произвел, знаете, как в фильмах про зомби. Вот вроде бы нормальный человек, даже родной, член твоей семьи. А вот подхватил этот вирус и на твоих глазах в зомби превращается. Вот нечто подобное миллионы россиян увидели, общаясь со своими даже родственниками через границу. Поэтому надо от этого вируса излечиться. И надо заново создать новую Украину. Я, кстати, сейчас, поскольку понимаю, что новая Украина уже маячит на горизонте, мы смутно выхватываем глазом ее мерцающие черты уже на горизонте. Да, я больше всего думаю не о ходе боевых действий. Взяли, мне нравится название «Пятихатки». Взяли в селе Пятихатки 2 хаты, а 3 еще не взяли или нет? Так вот, я сейчас не об этом думаю, а именно о том, как будет выглядеть эта новая Украина. Я вижу ее все рельефнее и детальнее. Ваша оптика, на которую вы смотрите на новую Украину, она связана как-то с последними заявлениями, что СССР развален незаконно, а целью СВО может быть союз России, Беларуси, Украины? Ну, значит, с конца тогда начну. Я думаю, что новая Украина, осознав заново себя, переосмыслив, оценив во всей полноте причины краха постсоветской Украины, да, она будет, когда вырабатывать свое новое проектное целеполагание, она, может быть, и рассмотрит такую возможность, как стать третьей участницей в союзе России и Белоруссии. Не исключаю. Но это не бессмысленно ставить заранее условием каким-то обязательным. Это может быть результат совершенно суверенного выбора этой самой новой Украины. Теперь, что касается всего остального. Значит, здесь все-таки надо проявлять максимальную деликатность. И надо обязательно избегать
каких-то вариантов, которые выглядели бы как навязывание готовых форматов, привнесенных извне, не порожденных внутри Украины в результате внутренней дискуссии, внутреннего обсуждения, в котором, кстати, россияне могут принять участие. Может быть, и мы с вами как-то примем участие. А вот то, что принесли, навязали и сказали, будет только так. Вот ни в коем случае так поступать нельзя, но за некоторыми отдельными исключениями. Меня потрясла просто картина, когда я увидел, как сносят мемориал на холме Славы возле Львова. И бульдозерами сносят, и как эскаваторами вскрывают могилы героев. Вот понимаете, ну такие вещи нельзя простить. Ну, ни в коем случае. Вот что было у тех, кто сидел за рычагами этих бульдозеров, этих эскаваторов? И кто отдавал этот приказ? Их имена неизвестны пока. Но о чем они думали? Они что, думали, что вот мы это сделаем и все, и завтра все забудут? Вот в каких-то вещах, конечно, надо будет проявлять принципиальность. Такие вещи – это оскорбление целой нации. Это оскорбление, причем нации ныне живущей, и отцов, и дедов сразу тоже. Причем в особо циничной, извращенной форме. И вот такого рода вещи, конечно, они остаются. А в принципе, как организовать жизнь, как обустроить новую Украину, это, конечно, будет решать уже вот тут-то и принципиально. Само украинское население. Вот тут-то вот и принципиально. Интересная штука для размышления. Ну так погодите, так это же украинцы сделали. Это же не кто-то приехал и там разрушил этот холм славы. Или там, это же украинцы взяли там 6 книг одной из писательниц за романтизацию России, сожгли, ну вот утилизировали. Да, это же в самой Украине родилось внутри, понимаете? И когда вы говорите о том, что там Украина должна сама себе внутри решить, но вот они и решат идти в Европейский Союз, идти в НАТО. Понимаете? То есть тут тоже такой какой-то достаточно, ну, в новой Украине таких будут наказывать по закону и по решению суда. Вот то, что вы сказали про сожжение книг. Но вот тех, кто сносил холм славы и вскрывал могилы эскаваторами, тут, я думаю, будет особая история. Это будет суд истории. Так если это рождается внутри Украины? Сейчас да. Сейчас да, потому что страна больна и страна в плену. Когда страна будет реально свободной, и когда граждане другой точки зрения будут, которые, я уверен, в большинстве, которые сами на это смотрят с гневом и трепетом, да, вот когда они получат голос снова, вот этой Украине, которая уже есть, она просто придавлена, у нее сапог стоит на горле. Так вот, когда она вернет себе голос, а ей надо в этом помочь, я думаю, что она тогда со всеми такого рода сюжетами разберется, и нам не придется в будущем, когда появится возможность погостить в Киеве, идти к Бабьему Яру по проспекту Степана Бандеры и Романа Шухевича. Ну, так придется. Видите, тут очень интересно, что Дуда вышел, там последние дни президентства Дуды, да, сейчас идут у них выборы президента Польши, и он так в пух и прах разнес как раз-таки идеологическую составляющую или как основу вот этой Украины, которая сейчас тиражируется и продуцируется. То есть это, получается, запросы с Востока и с Запада. Я неплохо знаю Польшу и ее политическую элиту. Это общая позиция. Просто Дуда и вот эти консерваторы, которые стоят за ним, они это выражают открыто и жестко. А гражданская платформа и такая проевропейская коалиция, они тише об этом говорят, дипломатичнее, но это единая позиция. И поэтому, если в нее продолжит кто-то упираться,
то да, это будет как между молотом и наковальней с запада и с востока. Это точно. Никаких шансов у этой позиции выжить нет. Это абсолютно точно. Вы упоминали госпожу Верещук, работницу офиса, когда-то там депутат, в министерстве работала по реинтеграции территорий, вице-премьером была, сейчас вот она в офисе. И вот она, в принципе, выдает следующий на гора мысль, перл. Если иностранцы хотят воевать за Украину, это хорошо. И мы должны создать все условия, чтобы они могли это сделать. Значит, прорабатывается нормативная база эффективного приглашения иностранцев на эту войну. Смотрите, я вот как хочу задать вопрос. То есть, понятно, что в Украине внутри, я имею в виду тылы и народ, все навоевались. В России тоже навоевались. Ну, судя по риторике, здравомыслящие люди уже говорят... Настроя на бесконечную войну точно нет. Ну, то есть, да, понятно, что там россиян она не так цепляет. Все хотят, большинство хочет финала в этом году. Вот, понимаете, в чем Хотело дело? бы. Есть запрос на это, на финал в этом году. Хорошо, если там внутри России и внутри Украины в разных долях, но есть запрос на окончание, а миру что даст завершение войны? Вот этим иностранным гражданам. Ведь в этот костер можно подбрасывать хворостинку с хворостинкой бесконечно. Иностранцев, которые будут настолько слепы и наивны, чтобы на это поддаться, ждет только гибель, потому что их в плен даже не берут, насколько мне известно. Вот, так сказать, они этой последней привилегией не пользуются. И, конечно, они ничего не поменяют. Ну, искатели приключений всегда были и будут, значит, и найдут свое вознаграждение. Что касается, вот, в целом, вот этой идеи, что война может продолжаться и не закончится в этом году, и может продолжаться бесконечно. Некоторый риск затягивания, конечно, существует. Вот, по счастью, тот факт, что президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, он отсек одного серьезного интересанта – Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты при Байдене, да, делали ставку на БВБЦ – бесконечную войну за безнадежные цели. Это стратегия Зеленского. Так вот, этот интересант отпал, американский. Более того, Трамп даже не очень последовательно, но все-таки стремится помогать делу мира, делу завершения войны. Но появился европейский интересант. И вот здесь есть сейчас опасность. Действующий президент Зеленский и его команда сейчас активно окучивают нового патрона, нового босса взамен заокеанскому. Дескать, черт с ним, с заокеанским, вот ближний европейский нам поможет. Тоже даст денег, но не только уже денег, но и, может быть, ракет, и поможет продлить войну, во всяком случае продержаться до той поры, пока Трамп рухнет там в Штатах, может быть, удастся его все-таки перетащить на свою сторону, или когда там опять вернутся демократы, то тогда и Штаты перетащим. И будем воевать, пока не рухнет Россия, пока она не рассыпется от каких-то внутренних там противоречий, но это химера чистой воды. Вот непонятна позиция Европы, честно говоря. И это сейчас основная опасность, если вот этот возрождающийся немецкий милитаризм, он объявлен, я просто говорю о том, что я вижу, это уже заявлено как официальная позиция, что Бундесвер будет самой сильной конвенциональной армией в Европе снова, что мы возродим полностью полномасштабный ВПК, который был раньше, мы избавимся от каких-либо ограничений, а раньше они существовали в послевоенной Германии. Вот все это Zeitenwende, смена эпох. Да, новый германский милитаризм. Мы знаем, чем он кончался в 20 веке дважды. И все-таки идет заход на
третий круг, такое ощущение, но пока это личный проект канцлера Мерца. У правящей коалиции в Германии, коалиции христианских демократов и социал-демократов, нет согласия по этому поводу. И у тех, кто правее, альтернатива для Германии, и у тех, кто левее вот этой коалиции, категорическое несогласие с этой идеей. Так что нет какой-либо уверенности, что личный проект Фридриха Мерца превратится в реальный системный германский милитаризм новый. Но, тем не менее, эта идея витает в СМИ, пропагандируется активно, и эта идея может кружить головы вот в качестве такой последней надежды, кружить какие-то горячие головы в офисе президента Украины. Надежда напрасная. Во-первых, германский милитаризм может рассеяться как мираж. Это очень велика вероятность. Вот. А во-вторых, даже если сохранится какая-то поддержка со стороны Германии, то она сохранится под каким соусом и ради чего? Вы продолжаете воевать, мы продолжим вам платить и вас тратить. Почему? Потому что нам нужно тут развернуть свой военно-промышленный комплекс, нужно достроить какие-то заводы, что-то там накопить на складах, армию потренировать и так далее. Нам нужно время. И вот пока мы будем выигрывать время для этих военных приготовлений, вот чтобы тут Россия не приблизилась к границам, вы там воюете, ребята, мы за это заплатим. Вы продолжаете гибнуть, продолжаете тратить себя, продолжаете это самоубийство в историческом тупике, оно будет оплачено. Оно будет оплачено тем, кто в офисе. Вот и все. Если офис надеется на этой идее продержаться еще год, Зеленский говорит, что до 2026 года, может быть, и продержимся, или там пару лет, пусть попробует. Но пока шансы очень невелики. А если еще и Дональд Трамп вот явку хотя бы на второй матч российско-украинских делегаций 2 июня, а потом и на 3 и на 4 обеспечит явку, чтобы не отпетляли в сторону, да? Ну, тогда я думаю, что мир все-таки победит, наше дело, наше миротворческое дело победит, и я буду появляться у вас в эфирах по-прежнему в красной рубашке. Да, друзья, подпишитесь на Станкевича. Ссылка будет в описании на его телеграм-канал. Следите за обновлениями. У меня финальный вопрос. Книжная выставка прошла в Киеве. Зеленский снял пропагандистский ролик, как он, Зеленскому сняли, да, СМИ сняли, именно он снял. Как он с супругой у лотка с книгами листает книгу «Убить тирана». Такой достаточно интересный эпизод. Ему продавец говорит, мол, допишите эту книгу. Тот не сразу понял, типа, подписать. А продавец говорит, нет, допишите, намекая, понятное дело, на Путина. До этого, днем ранее, он говорил, что война в Украине пока Путин, пока война. Не будет Путина, не будет войны. То, что он полистал эту книгу, достаточно интересную книгу с точки зрения, там, итальянский автор пишет. Там ведь ищут пути выхода из тирании, да, то есть выхода. И так символично оказалось, что многие увидели в этом, какой-то знак. Вот бывают такие моменты, когда какой-то эпизод, медиа-эпизод, он как бы вот как знак, да. И вот он нам полистал эту книгу, а потом фотографию прислали, как этот лоток, где он стоял с женой, охраняли 11-12 человек по периметру, чуть ли не плечом к плечу, с каменными, очень высокоинтеллектуальными лицами, охранники. И вот это... Я видел этот замечательный снимок в вашем телеграм-канале. И вот это, понимаете, и вот это дает, наверное, ощущение и дух времени. Вот я так не стал там делать упор на там, законно, незаконно, там, распался СССР, да, например. Есть вообще версия, что фактически первый Майдан это было ГКЧП, стрельба по Белому дому. И вот эта картинка, допустим, горящего Белого дома в Москве, это ведь тоже была картинка духа эпохи, временного промежутка.
И вот сейчас вот эта картинка «убить тирана» и Зеленский возле нее вообще другие наполнения смыслом несет. Какие мысли у вас по этому поводу? Ну, во-первых, да, я, кстати, эту тему упустил в предыдущих своих комментариях. СССР юридически не существует. Это неправильная трактовка. Тут как бы есть некое непонимание у авторов этой идеи, некое непонимание того, как устроено международное право. Все государства мира, которые состоялись, они всегда состоялись в формате, первоначально, в формате одностороннего волевого акта установления юрисдикции и дальше ее расширения, этой юрисдикции. Это всегда было в истории. И достаточно просто прочесть правильные учебники. Тут даже бессмысленно о чем-либо говорить подобным. Теперь, что касается знаков такого рода. Да, это знак. Это знак, а в такого рода знаках, знаете, что это такое? Это язык Бога, вот эти знаки. Это присутствие метасценария. Мы же с вами говорим, да, о конфликтологии время от времени. А конфликтология – это умение выстраивать многоходовый сценарий конфликтный и управлять им. Так вот, есть еще и такое понятие, как метасценарий, которого мы не видим, не понимаем, а он в какой-то момент появляется. Давайте в двух словах поясню, это, может быть, будет интересно. Мы же с вами собирались, да, как-то в мирное время открыть такой онлайн-семинар по конфликтологии. Да? Так вот, очень короткое пояснение. Все знают пьесу Шекспира «Гамлет». Да? Там, с одной стороны, сценарий Клавдия реализуется. Клавдий, значит, отравил своего брата, который был королем, решил зайти на трон, отравил брата, который был королем, женился на его вдове. Сын отравленного короля, который имел права на трон, от него надо избавиться, значит, послать его в Англию, чтобы его там убили и так далее. Он выстроил некий конфликтный сценарий. Появляется, и все бы у него получилось, но появляется некий призрак, да, который сообщает, призрак отца, который сообщает Гамлету затею, и Гамлет выстраивает, что он делает? Гамлет создает встроенный сценарий. Он делает вид, что он как бы движется в русле, но создает встроенный сценарий. Он приглашает бродячий, значит, театр, корректирует пьесу. Ему нужно, чтобы Клавдий засветился, чтобы все увидели, что он виновен, да, чтобы он показал это всем. И тем самым стал легитимной целью для Гамлета с его законными правами на трон. Он делает этот спектакль, Клавдий себя проявляет, значит, Гамлет бросает ему тем самым прямой вызов, там идет соответствующий там поединок с отравленным оружием, и сценарий Гамлета встроенный побеждает, фактически побеждает. Просто сам Гамлет, к сожалению, не дожил до финала, но его соратник дожил. Там не прописано у Шекспира, но в конце там появляется норвежский принц Фортенбрас, с которым Гамлет договорился, что он появится в финале. И он спешил со своим войском, но, к сожалению, не успел, чтобы Гамлета живым застать. Вопрос, а где здесь метасценарий? А кто послал призрака? Кто послал призрака, чтобы он Гамлету открыл глаза? Так вот, присутствие метасценария мы увидели вот в этой сцене с книжками. Я поэтому так чуть, извините, отвлекся, чтобы показать, насколько такие знаки важны. Это наличие некого метасценария, который мы не понимаем, не видим, но он долгий. Он может длиться десятилетиями и даже столетиями. А мы участники его какого-то малого фрагмента. Но вот так он себя проявляет. Не случайно Зеленский там оказался. Точно так же, как не случайно Аннушка пролила масло. Понимаете, не случайно. Он там оказался. Книга называлась именно так. И сцену запечатлел фотограф и обнародовал для всего мира именно так. Это не случайно. А куда это все ведет, мы узнаем уже в следующих картинах видимого для нас сценария. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Мира и процветания, дорогие друзья.
Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк. Берегите себя и друг друга. Добра и света.